Привет, друзья! Вы заметили, что в Германии что-то меняется? Почему пенсионеры платят больше налогов? Почему Tesla теряет рынок? Что задумал Мерц для госслужащих? И как тарифы Соединенных Штатов Америки могут ударить по немецким заводам? Сегодня все самое важное: экономика, пенсии, автомобили, госреформы и даже интернет в поездах. Все это стоит вашего внимания. Будет интересно, подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить главные новости Германии и Европы. Итак, в Германии спал экономический оптимизм. Второй квартал 2025 года завершился снижением ВВП, и пока восторга о стабильном росте нет. Аналитики прогнозируют, что год закончится без роста. Это будет уже третий год подряд неудачный для крупнейшей экономики Европы. На фоне экономической стагнации резко ухудшились и перспективы на рынке труда. Ожидается, что в течение года число безработных превысит отметку в 3 миллиона человек, а уровень безработицы может вырасти до 6,3%, что стало бы десятилетним максимумом. Ключевым фактором ухудшения ситуации стала непредсказуемая торговая политика Соединенных Штатов Америки. Объявленные новые пошлины, в том числе 20-25% на экспорт европейских товаров, прежде всего автомобилей и стали, способны привести к снижению промышленного роста, потере экспортных рынков и откладыванию инвестиций. Эксперты связывают с этим угрозу потери внимания до 300 тысяч рабочих мест, особенно в отраслях машиностроения и автомобильной промышленности. Проблема усугубляется еще и медленно падающей деловой активностью. Аналитики ЦЕО фиксируют резкое падение настроения среди инвесторов и экономистов. Это крупнейшее с 2022 года снижение. Президент института ЦЕО Аким Вамбах предупреждает: без срочных мер восстановить доверие к экономике не удастся, пока оптимизма слишком мало. Министр экономики Катарина Райхе призвала Европейский Союз и США к переговорам, но в то же время предупредила: если тарифы останутся, Германии нужно готовиться к дополнительным ограничениям. Институт ИФА также предупреждает: новые пошлины могут снизить ВВП на 0,3%, а без реформ рост будет уже отрицательным. А теперь к новости, которая влияет на бюджет Германии и касается налогов на пенсии пожилых граждан. Новое правило налогообложения пенсий вступает в силу в 2025 году. Теперь с пенсии нужно будет платить налог с 83,5% ее суммы, а с 16,5% остаются необлагаемыми. Это касается тех, кто выходит на пенсию в этом году. По закону с каждым новым годом доля облагаемой части пенсии увеличивается на 0,5% и к 2058 году она достигнет 100%. Ключевым здесь является год начала выплаты пенсии. Именно по нему рассчитывается фиксированная сумма освобождения от налога, которая остается неизменной на протяжении всех последующих лет, даже при ежегодных повышениях пенсии. На практике это означает, что люди, ставшие пенсионерами раньше, платят меньше налогов. Например, пенсионеры, начавшие получать пенсию до 2005 года, облагаются налогом лишь половину суммы, то есть 50%. А те, кто вышли на пенсию сейчас, уже 83,5%. Так что чем позже вы стали пенсионером, тем большая часть пенсии будет облагаться налогом. Понятно? Около 6,7 миллиона пенсионеров, по оценке Федерального финансового ведомства, в 2025 году попадают под налог на пенсии. Это те, чьи доходы превышают установленный порог, именуемым основным необлагаемым минимумом. В этом году он составляет, внимание, примерно 12 096 евро в год для одиночек. Здесь важно: даже если ваша пенсия облагается частично, не обязательно платить налог. Это зависит от всех ваших доходов за год. Если они ниже этого порога, декларацию можно не подавать и налог не взимается. Но вот как же в Германии без автомобиля? И следующая новость именно об этом. В Германии рынок электромобилей продолжает активно расти. В первой половине 2025 года было зарегистрировано около 249 тысяч экологических автомобилей, что на 35% больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель. Несмотря на общий рост, компания Tesla утратила свое лидерство. За первые 7 месяцев 2025 года продажи Tesla упали почти на 58%. Суммарно было продано около 10 тысяч машин, и только 1110 из них в июле. Это сопровождается резким снижением ее доли на рынке электромобилей с примерно 8%
до около 3,6%. На смену Tesla пришли конкуренты. Доля немецких брендов выросла до 66% среди электрокаров в первом квартале 2025 года. Ранее, я напомню, это был 51%. Среди лидеров это Volkswagen, BMW, Audi, Porsche и Skoda. Модель Model Y Tesla прежнего поколения все еще остается одной из самых продаваемых, но даже ее продажи сократились почти на 60% по сравнению с прошлым годом, несмотря на обновление модели. Популярность китайской марки BYD стремительно растет. В июле продажи в Германии увеличились почти в 5 раз, до более чем 1100 машин. Всего с начала года BYD реализовала около 7400 электрокаров в Германии, что позволяет бренду заметно расширить долю на рынке. Эксперты отмечают тренд в сторону допустимых моделей от европейских, китайских и корейских автопроизводителей. Эксперты отмечают такой тренд в сторону допустимых моделей от европейских, китайских и корейских автопроизводителей. Tesla теряет клиентов на фоне политического имиджа основателя и усиления конкуренции. В итоге компания уступает позиции даже в странах, где раньше доминировала. Кстати, я вам в одном из видео с последними новостями рассказывал, как правительство Фридриха Мерца уже внедряет на тестовом отрезке высокоскоростной интернет до 1 гигабита. Многие пассажиры в Германии отмечают, интернет в поездах работает не так стабильно, как хотелось бы. Специалисты объясняют это. Корпус современных поездов действует как металлическая оболочка и блокирует мобильный сигнал. Это мешает приемнику получать связь. Поезда оснащены усилителями сигнала, но они эффективны только там, где качество мобильной связи уже хорошее. Преимущественно в городах и на вокзалах. В областях с низким покрытием, особенно в сельской местности и туннелях, интернет все равно пропадает. Скорость движения добавляет также сложность. На высокоскоростных маршрутах устройство меняет базовую станцию каждые 45-60 секунд. Это приводит к частым разрывам соединения, даже если сеть покрыта. Также на перегруженных маршрутах многие пассажиры подключаются к Wi-Fi одновременно, и доступная полоса пропускания быстро распадается. Оператор Deutsche Bahn признает, качество сильно зависит от возможностей мобильной сети на маршруте, а не только от установленных на поездах системах. Невозможно использовать стабильный интернет в поезде, если вдоль пути нет постоянного покрытия. Некоторые регионы в Европе уже признали, обеспечить стабильный Wi-Fi слишком дорого и отказываются от таких проектов. В Германии идут пилотные разработки с использованием спутникового интернета, чтобы улучшить ситуацию. Есть надежда, что такие решения появятся в серийных поездах в ближайшие годы. В итоге, пока большинство пассажиров предпочитают офлайн занятия, читать, писать и планировать день без интернета, стабильный Wi-Fi в поездах пока не стал повседневной нормой. А вот дальше важные новости политики. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Карстен Линнеман выступил с предложением реформировать систему государственных служащих. Он считает, что новую форму госслужбы должны получать только те, кто выполняет специальные государственные функции. Например, полицейские, судьи и финансовые инспекторы. При этом такие группы, как учителя, профессора или сотрудники пожарных, по его мнению, не должны быть в категории со специальными льготами и пенсиями. Инициатива вызвала широкий резонанс, оказалось, что ее поддерживает большинство населения. Согласно опросу, внимание, 57% немцев считают, что число госслужащих с особым статусом должно быть сокращено. Только около четверти относятся к этому отрицательно, еще около 9% не высказались. Кроме того, 58% участников опроса считают пенсии госслужащих слишком высокими, лишь 27% считают их адекватными и только 8% думают, что они даже слишком низкие. Карстен Линнеман подчеркивает, нельзя принимать реформу пенсий без параллельного пересмотра льгот служащих. Он считает, что такая связка нужна для долговременной устойчивости системы. Экономисты в целом согласны, что зарплаты госслужащих нуждаются в пересмотре. Можно повысить оплату в активном периоде, но урезать привилегии при выходе на пенсию. Это позволит уменьшить долговую нагрузку на бюджет без потери профессионального мотивационного пакета. И это еще не все. Далее непростые новости из экономики Германии. Объем новых заказов в немецкой промышленности неожиданно упал уже второй месяц подряд. В июне обороты сократились на 1% по сравнению с маем. Это стало сюрпризом для аналитиков, которые ждали наоборот рост примерно на 1%.
Падение произошло в первую очередь из-за внешнего рынка. Заказы из стран вне еврозоны упали на 7,8%, в то время как внутри зоны спрос вырос на 5,2%. Заказы из Германии также увеличились на 2,2%. В транспортной промышленности наблюдается резкое снижение. Число заказов на самолеты, корабли, поезда и военную технику упало на 23%. Компаниям по производству автомобильных и металлических изделий тоже досталось минус 7,6% и минус 12,9% соответственно. При этом производители электросетевого оборудования зафиксировали прирост на 23,5%. Тем не менее, в целом за второй квартал рост был на 3,1% к первому кварталу, хотя без крупных нестабильных заказов картина кажется менее впечатляющей. Это говорит о том, что несмотря на снижение, ситуация в отрасли остается переменчивой. Эксперты отмечают, основной фактор уменьшения зарубежных заказов связан с новыми торговыми тарифами США на европейские товары. Это основной риск для отрасли, так как немецкая становится дороже для ключевых покупателей. С учетом слабого импорта и экспортных угроз, промышленность Германии пока не может начать уверенное восстановление, даже несмотря на устойчивый спрос внутри страны и стабильные еврозаказы. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео и спасибо за просмотр.